Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Небольшой полезный урок вязания спицами пригодится для начинающих. Возможно, вы этот способ знаете. Оформление края изделия вязаного полотна изнаночным валиком. Отлично подходит для вязания лицевой гладью. При этом край не скручивается. Получается такой более плотный, чуть утолщенный, но за счет этого он хорошо смотрится, красиво обрамляет край и отлично сочетается с прямой обычной лицевой гладью. Таким способом можно обрамлять края, допустим, по низу изделия, по низу рукавчиков и длинных рукавов, как такая мини-манжета. А также такой способ отлично подойдет для оформления горловины. Можно вязать такой валик закругленный как прямым полотном, так и по кругу. По кругу у вас будут просто все ряды лицевые. Итак, приступаю к вязанию. Дорогие рукодельницы, в начале вязания набираем петли обычным классическим способом. Делаем начальную петлю и набираем нужное количество петель. Неважно, четное или нечетное количество петель. Если вы вяжете по кругу, то набирайте петли и замыкайте наборный ряд в кольцо. И далее при вязании по кругу учитывайте, что все ряды вы будете выполнять по лицевой стороне. То есть изнаночных рядов не будет, а значит по лицевой стороне мы все петли вяжем лицевыми для формирования лицевой глади. Итак, набрав петли на спицу, далее я провязываю первый ряд по изнаночной стороне. Смотрите, здесь у нас по лицевой стороне вот ровное переплетение нити, по изнаночной стороне как будто бы первый ряд провязан изнаночными. При вязании по кругу вы выполняете по лицевой стороне первый ряд лицевыми петлями. При вязании по изнаночной стороне мы выполняем первый ряд изнаночными петлями. Причем здесь мы не выполняем кромочные петли, то есть все петли от первой до последней мы провязываем изнаночными. Обычные классические изнаночные петли. Заканчиваю первый ряд изнаночных петель. И вот последнюю петлю кромочную тоже провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание. Второй ряд по лицевой стороне выполняем лицевые петли. И тоже с первой до последней петли. Здесь мы не формируем кромочные, провязываем все петли лицевыми. Третий ряд выполняем по изнанке. Тоже все петли изнаночные. И в четвертом лицевом ряду уже начинаем формировать валик. Заканчиваю третий ряд, это изнаночный ряд изнаночных петель, провязываю все петли, поворачиваю вязание и четвертый лицевой ряд выполняем, формируя валик. И смотрите, здесь уже видно, как лицевая гладь закручивается на лицевую сторону, формируя валик. Теперь мы закрепим вот это вот закрученное полотно и далее продолжим вязание лицевой глади. И чтобы закрепить валик, теперь смотрите, подхватываем в начале вот ниточку от наборного ряда и накидываем ее на спицу как раз под первой петлей. И первую петлю мы здесь провязываем как изнаночную. Скидываем, вот получается, накинутую нить и провязанную петлю. Далее, смотрите, под второй петлей тоже подхватываем вот эту вот ниточку наборного ряда и накидываем на спицу. И провязываем 2 петли, накинутую и вторую петлю изнаночной. Итак, продолжаем формировать валик. Накидываем, вот под петлей идет ниточка от наборного ряда, накидываем ее на спицу и далее 2 петли со спицы провязываем изнаночной. И продолжаем, провязываем этот ряд изнаночными петлями, накидывая нити от наборного ряда. И таким образом у нас формируется валик.
Провязываем таким образом все петли от первой до последней петли. И вот смотрите, вот он уже закрепленный валик. И красиво, аккуратно смотрится как с лицевой стороны и с изнанки. Главное, под петлей подхватывайте вот эту вот ниточку впереди, расположенную горизонтально от наборного ряда. Накидывайте на спицу и провязывайте с петлей изнаночной. Все очень просто. Итак, я практически закончила формировать валик. У меня осталось 2 петли на спице. И теперь смотрите, вот точно так же провязываю последние 2 петли. Но здесь у меня немножко затянуты нити наборного ряда. Поэтому здесь я перед вот второй петлей вот эту ниточку подхватываю, накидываю ее на спицу. Точно так же провязываю 2 петли изнаночной. И теперь вот она, последняя петля наборного ряда горизонтальная. Тоже ее накидываю на спицу и провязываю последнюю петлю с накинутой тоже изнаночной. Итак, мы закончили вязать изнаночный ряд. Это был лицевой ряд, и далее все четные ряды у нас будут лицевые. Далее поворачиваю вязание. 5-й ряд у нас идет по изнанке. Если вы вяжете по кругу, то у вас все ряды лицевые, поэтому вы следующий ряд вяжете лицевыми петлями. Если прямым полотном, то получается, что мы вяжем изнаночными петлями по изнанке. И здесь мы уже начинаем формировать кромочные петли. Первую петлю снимаю, и далее все как бы петли основного полотна провязываю изнаночными. И 6-й ряд уже получается идет по лицевой стороне. Тоже первую петлю снимаю как кромочную, далее все петли провязываю лицевыми. Сейчас провяжу полотно лицевой гладью, и вы посмотрите, как вот выглядит такая кромка с сформированным валиком. Дорогие рукодельницы, надеюсь, этот способ обработки края вязаного полотна лицевой глади вам пригодится. Он очень простой и очень классный. Сохраните его себе и используйте при вязании своих вещей. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много полезных уроков.